Всем привет, народ! Сегодня мы будем обсуждать Telegram-бот Hamster Combat King. Точнее, даже не Hamster Combat King, а Hamster King. Это одно из трех новых приложений Hamster Combat, в котором мы занимаемся захватом территорий и войной хомячков. Какими-то такими вот занятиями. А если нужно, во-первых, в комментариях напишите, надо ли делать полный гайд, какой-то обзор, да, на эту игру, потому что мне кажется, уже нет людей, которые не знают, кто такой Hamster Combat, да, Hamster King и тому подобное. Кто хочет в него играть, уже играет. Кто считает, что это с камина, уже не играет. И есть ли смысл делать полный гайд, обзор, рассказывать про все кнопочки, про все штучки, что там есть и как там нужно что делать. Либо уже не надо, да. Сегодня я просто расскажу о своей тактике, которой я там придерживаюсь. У нас все-таки сейчас идет открытое бета-тестирование, то есть это не альфа-версия. Как говорили, они вроде сбрасывать все вот эти наши достижения никто не будет. То есть что мы сейчас в бета-тесте открытом сделаем, да, с такими показателями перейдем в альфа-версию. И так что по ходу дела они вот вносят изменения. 1 марта вот выходило изменение у нас, получается, в Hamster King, которые они перерабатывают по ходу теста, когда много людей, все тестируется, все проверяется, смотрятся балансы все. И вот что описывают они нам в новых обновлениях, что вообще вышло, получается, что поменяли. Дорогие короли, теперь, когда у каждого хомяка в лапах есть настоящая сила, гарантированно сильные хомяки, мы открываем больше возможностей для построения сражений, батлов. Что изменилось? Требования к уровню в битвах для реноваций. Второй уровень, третий уровень был 15, теперь 20. Третий уровень был, четвертый уровень был 20, теперь 30. Это уровни, получается, зданий наших, которые мы захватываем, да, тир 2, тир 3, увеличение уровней теперь стало с 15 до 20. Что далее, какие изменения внесли? Стоимость ресурсов для реновации, ну то есть увеличение нашего тир 1, вот этого тир 2, тир 3 уровня здания. Теперь нужно для второго, с переходом со второго на третий тир уровня с 25 увеличили до 30, получается, и болты металлические наши, и доски металлические. С 3 по 4 уровень увеличили пластины, да, были по 25, стало все по 35. Сделали, короче, улучшение наших зданий с тира 2 на тир 3, и с тира 3 на тир 4, посмотрим все это в приложении, получается, сделали подороже. Подороже теперь все это нам обходится. Хорошо, я вот на тир 1, тир 3, по-моему, да, на тир 3 я уже улучшил 2 здания, так что мне повезло, я еще сделал это по дешевочке. Далее, что нового еще появилось, ну не нового точнее, что поменяли. Общая стоимость ресурсов для реновации остается выше, чем то, что вы можете собрать в битвах за здание, как и предполагалось. Однако в будущих обновлениях будут введены дополнительные источники ресурсов, битвы с новыми механикой битвы. Ну, как-то так переводчик переводит. Если вы уже супер сильны и не хотите ждать, вы можете купить случайные ресурсы с помощью крышек от Hamster Cola. Помните, что шансы получения именно тех ресурсов, которые вам нужны, невелики. Поэтому обязательно увеличивайте свой пассивный доход крышек. И что еще? Изменение доступа к инновационным зданиям, ну то есть к улучшениям нашего здания уровня тир 1, тир 2, тир 3. Мы снизили требования к уровню для получения особого доступа к комнатам и инновационных зданий. На первом уровне был 10 уровень для разблокировки события, теперь это 1. На втором, на тир 2, был 30, стал 11. На тир 3 был 60, стал 31. На тир 4 был 100, стал 61 уровень. Вот такие вот новости получается. Об изменениях переходим в сам Telegram-бот. Что касаемо всех этих улучшений, как они отобразились вообще на зданиях. Вот у меня сейчас тир 3 здания, и до этого, да, было все подешевле, видите, стало по 35. Было до этого 25, получается, металлических пластин нужно было, и вот этих вот необычных пружин. 25 штук надо было, сейчас это 35, то есть стало, да, подороже. Но я вот успел со второго, ну, грубо говоря, второе тир 2 сделать, получается, сейчас
ой, тир-3 сделать на том здании и тир-3 сделать на этом здании. Сейчас это все, видите, стало гораздо дороже. То есть я успел, по крайней мере, по дешевочке это все сделать. Здесь то же самое. Но у меня помимо этого есть здесь еще простые здания, так что я пока туда не лезу, но это теперь будет обходиться дороже. Что по поводу тактики, которой я придерживаюсь? Я выбирал локацию. Напишите, кстати, в какой локации вы находитесь, да? Интересно знать, как тут совпадает это все или нет. Но у меня выбран город Москва, получается, прям в самом центре, прям возле Кремля. Я прям себе туда запулил. Здание первое. Получается, у меня вот он по соседству Кремль. Он тут вот у меня находится. Тут рядом с Кремлем я решил обосноваться. Вот в этой части. Как будут дальше происходить битвы, я пока не понимаю. Возможно, либо я далеко залез, что здесь никого нету, либо пока это все не видно, но как будут осуществляться битвы между нами, между игроками, я пока не понимаю. И что вообще, какой я тактики? Пока придерживаюсь. Я хочу попробовать раскачать, два здания максимально, да, до тир 4, вот эти два здания своих, основных. И потом, когда у меня будет уже хомячья команда моя, мои хомяки боевые, раскачаны полностью, когда они полностью уже будут прокачаны, вот хотя бы два, да, получается, у меня сейчас я прокачиваю вот брутальное братство и прокачиваю, получается, лапы анархии. Вот эти банды хомяковские, то есть их качаю, потому что вот в этих двух зданиях мне нужны они. Чтобы вот в лапах анархиях воевать, против лап анархии нужны именно брутальные хомяки. Здесь у меня наоборот, здесь у меня золотые лапы, против них нужны лапы анархии. То есть пока я вот качаю этих, и потом буду захватывать здания, в которых именно вот эти банды находятся, точнее такие же банды находятся, чтобы мне мои две вот эти хомячьи банды мощные, сразу быстро захватывать здания и увеличивать их до тир 4. А как увеличивать до тир 4? У меня здесь будет раскачано тир 4. То есть здесь я смогу, по крайней мере, переключаясь, да, фармить все ресурсы. Все ресурсы, которые здесь есть, я смогу здесь фармить и вот здесь их, получается, тратить, чтобы увеличивать мощь. Получается, очки влияния свое увеличивать. Сейчас у меня вот 3500, но это мало, я бы мог больше сделать, но я говорю, пока упираюсь вот в прокачку двух зданий. Здесь очень много этих хомяков нужно. Тем более они сделали еще обновление, теперь нам почаще стали выпадать из шаров, получается, вот эти хомяки. Хомяки, которые сейчас найду, где они, вот они, S-хомяки. То есть вот такие хомяки стали выпадать гораздо чаще. То есть у меня до этого вообще их не было. А как вышло вот это обновление, что хомяки S-очки выпадают, вот у меня раз, вот два выпали, да. Здесь пока нету. Потихонечку коплю. Еще не на уровень, не увеличил. То есть не вот эти уровни, уровень 35, а вот эти уровни. На хомяках еще пока не накопил ни на одном, чтобы увеличить. То есть вот у меня их 6 штук, да, одинаковых получается. Здесь 2 там штуки. Пока не смог. А как только сделаю, попробую там видосик заснять, покажу, как это все выглядит. Вот такие вот новости были у нас в Hamster King. И напишите вообще, играете или нет, забили или нет. Я играю здесь просто из-за того, что какая-то прикольная, интересная задумка. Мне, в принципе, понравилось. Я просто попробовал. Я еще писал у себя в телеграм-канале, что если не буду выкладывать комбо, значит мне там, всякие эти, значит мне не интересны никакие хомяки. Вот, а здесь пока никаких комбо нет, ничего такого нету, нечего выбрасывать, но я играю. Играю не для того, чтобы получить аирдроп, там, хомячьи монеты заработать. Просто мне интересна задумка, интересна сама игра, много времени она меня не отнимает. Я ради фана здесь играю. Так что напишите в комментариях, играете или нет, или все-таки забили, и все с камина это лютое. А я вам крайне не советую тратить свое время на подобные телеграм-боты. Не отнимайте свою жизнь ради заработка других людей. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.